Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала эту салфетку. Применить ее можно как подставку под чашку с блюдцем или просто под чашку. Так, размер этой салфетки в диаметре 18 сантиметров, вес 17 грамм. Вязала крючком 2,75 миллиметра. Эти ярусы и обвязку крючком 2,75. А последнюю обвязку вязала крючком 2 миллиметра. Я вам расскажу почему. Пряжу использовала этих цветов. Это Alize Forever, 100% микрофибра, акрил, в 50 граммах 300 метров. Для обвязки использовала один цвет, у меня два цвета. Использовала под золотом. Это пряжа Lana Gata New Glitter, производство Италия. В 25 граммах 300 метров. Тут написано, что можно вязать только спицами. Крючок не указан, но я вязала крючком обвязку. Значит, как я уже сказала, везде обвязку делала крючком 2,75, потому как я эти обвязки вязала в две нитки, а по краю обвязка крючком 2 миллиметра, потому что обвязывала в одну нитку. Я попробовала в две нитки, получилось грубо, поэтому пришлось обвязывать в одну нитку. Также хочу предупредить, что когда будете обвязывать и вот в этом месте будете вязать столбик без накида, не стягивайте, потому что прикрепляться будет очень трудно. Если вы захотите связать эту салфетку большего диаметра, то есть увеличить количество ярусов, я расскажу, как сделать расчет. Итак, начнем. Пряжу берите того цвета, который вам нравится. В кольцо амигуруми мы должны провязать столбик с накидом. Вместо петель подъема сразу свяжем столбик с накидом. Вытянули петлю, придерживаем ее, перекрутили крючок, вытянули петлю и провязали. Теперь сюда нужно провязать 2 незавершенных столбика с накидом. То есть провязываем только петлю и накид. Опять петлю и накид. А теперь все 3 петли вместе. 3 воздушные. 3. И сюда же в кольцо вывязываем тройку. 1, 2, 3. 3 незавершенных столбика с накидом. Теперь все петли провязываем. И опять 3 воздушные. И сюда же тройку. И все петли провязываем. И опять 3 воздушные петли. И так вяжем, чтобы у вас получилось 8 вот таких элементов, между которыми по 3 воздушные петли.
вяжем самостоятельно. Закончила я ряд, в котором 8 элементов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь нитку отрезаем, вытягиваем. И соединяем не под эту петлю, а вот под следующую, вот в эту петлю, в вершину элемента. Но заходим с изнаночной стороны. И нитку протягиваем наизнанку. Теперь заходим в ту петлю, из которой у нас вышла нитка. Вот. И тоже с изнаночной стороны. И протягиваем нитку наизнанку. Вот. И так мы закрыли ряд. Теперь эту нитку нужно зафиксировать. Так. Теперь хвостик берем, затягиваем. Чтобы у вас нитка не разъединилась и не распустилась, вы проверьте, можно ли ее оплавить. Вот моя нитка оплавляется. Но лучше всего сначала побольше оставить хвостик, заправить, оплавить и приклеить клеем по текстилю. Теперь берем нитку другого цвета, выберите тот, который вам нравится, и заходим в арку. Так, хвостик придерживаем. Я, кстати, оплавила уже. Вытянули петлю, перекрутили крючок, вытянули нитку и провязали. И вяжем 2 незавершенных столбика. Итого у нас 3 столбика. В эту же арку нужно связать точно такой же элемент, но между ними 2 воздушные петли. 3 незавершенных столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть мы провязываем петлю и накид. И теперь все петли вместе. А когда мы переходим в следующую арку, то провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда вяжем 2 таких элемента. Вот один, а между ними 2 воздушные петли. И все петли провязываем. А когда переходим в арку, то вывязываем 3 воздушные петли. 3. И так вяжем по всему кругу. Значит, напоминаю, в арках 2 элемента, между ними 2 воздушные петли. А при переходе из арки в арку 3 воздушные петли. Заканчиваю второй ряд. Вывязываю 3 воздушные. Вытягиваю нитку и отрезаю.
и должны закончить ряд. Заходим не в эту петлю, а вот выше. Вытягиваем наизнанку. И вот петля, откуда у нас нитка вышла. И вытягиваем. Третий ряд. Заходим, где у нас по 2 элемента. И между ними 2 воздушные петли. Вот сюда. Я беру нитку красного цвета. Так, хвостик придерживаем. Держим петлю. Перекручиваем крючок. Вытягиваем нитку. И провязываем. И в эту арку нужно связать 5 столбиков с накидом. Один есть. Два. Три. 4. 5. Теперь вывязываем одну воздушную и в арку из 3 воздушных петель столбик без накида. Опять воздушная, и где 2 элемента вяжем 5 столбиков с накидом. Пять. Одна воздушная. И вот над этим лучом столбик без накида, одна воздушная и в арку 5 столбиков с накидом. Пять. И так вяжем по кругу. Заканчиваю третий ряд. Вот связала столбик без накида. Одна воздушная. И мы должны зайти в первый столбик. Заходим за всю петлю. Соединяем. Вытягиваем петлю. Придерживаем. Вытянули. Провязали. И в эту же петлю вот она. Провязываем еще один столбик с накидом. 2. Теперь запетлим. 3. 4. 5. Сюда 2 столбика. Заходим между вот этими петлями.
6 и сюда же 7. Вот, сейчас еще раз покажу. Теперь вывязываем 2 воздушные петли. Заходим в первый столбик. Заходим вот между этими петлями, то есть прям столбик. Вывязываем 1 и сюда же 2. Дальше под петли. Это будет 3, 4, 5, в последний столбик между вот этими петлями 6 и сюда же еще один 7. Опять 2 воздушные. И в столбик. Заканчиваю ряд. Провязала 7 столбиков с накидом. 2 воздушные. И нам нужно попасть в самый первый столбик. Соединяем. Вытягиваем петлю. Столбик с накидом 1. И под эту же петлю 2. И всего нужно провязать 9 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в последний столбик 2 столбика. 8. И сюда же 9. 1 воздушная петля. В крайний столбик 2 столбика. Два. Семь. Восемь. 9. 1 воздушная. И опять вяжем 9 столбиков. И так до конца кругового ряда. Закончила я ряд, провязала 1 воздушную петлю и должны соединить. Вот самая первая петля. Вот заходим в нее в центр. Так, вот так.
и вытягиваем. Вытянули петлю, провязали столбик. Сюда же, в эту петлю, и еще один столбик. И вот у нас петля, ее не пропустите. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в последний столбик 10, 11. И сразу переходим к следующему элементу. В крайний столбик 2 столбика с накидом, затем под петли 2, 3, 9, 10, 11. И сразу в первый столбик 2 столбика. Один. И сюда же второй. И так вяжем до конца ряда. Заканчиваю ряд. Провязала 11 столбик. Захожу сверху в петлю и соединяю. И мы должны дойти до 3-го столбика. Так, 1, 2. Так, в 3-й столбик заходим. Заходим сверху. Под эту полупетлю и под следующую полупетлю. Соединили. И в это отверстие должны провязать 5 столбиков. С накидом. Так, 1. Сюда же. 2. 3. 4. 5. 2 столбика пропускаем в 3-й. Столбик без накида. Опять 2 столбика пропускаем в 3-й. Пять столбиков. 1,
2, 3, 4, 5. Теперь вот у нас 2 столбика осталось. И вот в это отверстие столбик без накида. 2 столбика пропускаем в третий. 5 столбиков с накидом. Пять. 2 пропускаем. И в третий столбик без накида. Теперь 2 пропускаем. В третий. 5 столбиков. И вот у нас осталось 2 столбика, мы их пропускаем. И сюда столбик без накида. Вот так у нас должно получиться, типа сердечек. Дальше вяжем самостоятельно. Заканчиваю ряд. Провязала последний столбик без накида. И нитку отрезаю. Вытягиваю. И вот под самую первую петлю захожу. Вытягиваю. И в ту петлю, откуда вышла нитка. Ряд закрыли. Итак, закончила я 7-й ряд. И перехожу к 8-му. В 8-м ряду нужно сделать обвязку края. Вы выберете нитки того цвета, который вам нравится. У меня есть вот такие красивые нитки. Lana Gata New Glitter. Производство Италия. В 25 граммах 300 метров. Причем рекомендуют вязать только спицами. Но я буду обвязку делать крючком. И буду обвязывать золотым цветом, причем в 2 нитки. Потому что нитка очень тонкая. Под эти нитки я подобрала крючок 2 миллиметра. Я попробовала разными крючками. Вот 2 самый оптимальный вариант. Так, сделала петлю. И захожу в петли прям в середину. Чуть-чуть левее. Почему не рекомендуют вязать крючком? Потому что нитка расщепляется. Ну, если вязать аккуратно, все получится. И соединительными петлями буду обвязывать.
Не пропускайте ни одной петли. Особенно обратите внимание вот в этих местах. И тогда у вас будет плавный переход и получатся вот эти сердечки. И так обвязываем по всему краю. Заканчиваю 8 ряд. Вот последнюю петлю провязываю. Теперь на эту петлю я поставлю маркер. Эти нитки я пока обрезать не буду, так как попробую ими же без отрыва обвязать другие ряды. Я беру нитку другого цвета и должны зайти под петлю. Заходим не под эту петлю центральную, а в предыдущую, вот так. Но заходим с обратной стороны и будем выходить вот так. Потому что если мы зайдем с центральной петли сюда, у нас арка из 5 воздушных петель сдвинется. Поэтому заходим в предыдущую. Вот так. Значит, выберите нить любого цвета, который вам нравится. Хвостик придерживаем, вытягиваем петлю и провязываем столбик с накидом. Теперь 5 воздушных. Пять. И в это же отверстие провязываем еще столбик с накидом. Вот так сверните изделие. И будет удобнее попасть сюда же. Столбик с накидом. Вот, и у вас эта арка будет как раз по центру. Дальше 2 воздушные. Дальше накид. И заходим за предыдущую петлю с изнаночной стороны. И огибаем. Столбик с накидом. 5 воздушных. И сюда же еще один столбик с накидом. И опять 2 воздушные петли. Заканчиваю ряд, провязала 2 воздушные петли и в столбик должны соединить. Теперь переходим в арку и в нее должны провязать 9 столбиков с накидом. 1, 2,
8, 9. В арку из 2 воздушных петель соединительная петля. И в следующую арку опять 9 столбиков с накидом. Так, заканчиваю ряд, провязала 9 столбиков с накидом, соединяю и должны соединить вот в эту петлю. Вот здесь я оставляла нитку, которой обвязывала края. Попробовала я, и что-то мне не понравилось, поэтому я эту нитку отрезаю и закрепляю. Все. Заходим в центр петли, берем обвязочную нить и точно так же обвязываем, но считаем 1, это будет 2, в центр петли 3, 8, 9. И вот здесь маленькая петля. И опять 1, 9. И вот сюда соединительный. И так обвязываем. Закончила я обвязку. Нитку отрезаю. Вытягиваю. Захожу вот за эту петлю. И вытягиваю на изнаночную сторону. Теперь в ту петлю, откуда вышла нитка, все, и мы закрыли ряд. И переходим к следующему ряду. Вот здесь мы оставили нитку того же цвета, что и делали обвязку. Значит, вам нужно, если вы хотите этим же цветом продолжить, то вам нужно петлями перехода то есть соединительными петлями дойти и попасть вот сюда.
Так, и теперь нужно зайти, как мы вязали ранее, сюда. И вот так сюда. Вытянуть петлю, провязать столбик. Теперь 6 воздушных петель. Здесь мы 5 вывязывали, а здесь на одну больше. Шесть. И столбик с накидом в то же отверстие. Теперь здесь при переходе мы вязали 2 воздушные петли. Теперь вывязываем на одну больше 3. 3. И под центральную петлю, как здесь вязали, тоже соединяем. Но поскольку я буду вязать другим цветом, я эту нитку отрезаю. Я беру другой цвет, захожу так, под петлю и сюда. И вывязываю столбик с накидом. 6 воздушных. Шесть. И столбик с накидом в то же отверстие. У нас здесь было 2 воздушные петли. Теперь мы вывязываем на одну больше, то есть 3. 3. И опять столбик с накидом под центральную петлю. Шесть воздушных. Шесть. И сюда же столбик с накидом. И 3 воздушные. Заканчивая ряд, 3 воздушные. И со столбиком соединяю. Так, и переходим в арку. Теперь в арку нужно вывязать 11 столбиков. 1. 10. 11. Значит, в этих арках на 2 столбика больше, чем в предыдущих. Где 3 воздушные петли, вывязываем соединительный столбик и в следующую арку
11 столбиков с накидом. Дальше вяжем самостоятельно. После того, как закончите этот ряд, я уже вам показывать не буду, берете обвязочную нить и точно так же обвязываете, как предыдущие ряды. Но не забывайте считать петли. У вас здесь будет 11 петель, и одна петля будет соединительная. Закончила я 14 ряд обвязкой. И теперь беру нитку. Я беру того же цвета. Вы берите, которая вам нравится. Точно так же, как и ранее, заходим под петлю с изнаночной стороны, огибаем, вытягиваем и вывязываем рельефный столбик с накидом. Далее. Здесь у нас в арке было 6 воздушных петель. Теперь вывязываем на одну больше. И так в каждом ряду, когда вы будете вязать арку, вы добавляете по одной петле. Теперь вывязываем 7 петель. Семь. И столбик с накидом под эту же петлю. Дальше. Вот здесь у нас было 3 воздушных петли. Теперь вывязываем на одну больше. И так в каждом ряду на одну больше петлю, чем в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом и опять 7 воздушных. Семь. И теперь 4 воздушные петли. Заканчиваю ряд, провязала 4 воздушные петли. Столбик с накидом соединяем. И переходим в арку. И в арку мы должны связать 1, 2, 11, 12, 13. Значит, если вы будете вязать еще один ряд другим цветом, то у вас здесь должно быть 15 столбиков с накидом. То есть на 2 больше,
чем в предыдущем ряду. Где 4 петли, провязываем соединительный и опять 13 столбиков. Итак, обвязываем по кругу. Когда закончите этот ряд, берете нитки, которым вы делаете обвязку, и самостоятельно уже обвязываете этот ярус. И так вяжем самостоятельно. Обвязала я последний ярус. И переходим к 18 ряду. Это центральная петля между двумя веерами. Вот она. 1, 2 пропускаем. В третью петлю с обратной стороны заходим. Вот за эту петлю. Вот так. Берем нитку другого цвета. Я взяла красную. Вытягиваем петлю и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная и столбик с накидом под следующую полупетлю. Воздушная. Так, это у нас 2 столбика. Три. Воздушная. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Воздушная. Восемь. И вот здесь у нас должно остаться 3 петли, 3 столбика. С этой стороны мы 2 пропускали, а с этой стороны 3. Вот у нас петля между веерами. 1, 2 пропускаем и под третью столбик с накидом, воздушная, и опять столбик с накидом, воздушная. Вот так и обвязываем все веера. Значит, над каждым должно быть 8 столбиков с накидом и между ними 1 воздушная петля. Далее вяжем самостоятельно. Заканчиваю я предпоследний ряд. Провязала 8 столбиков с накидом. Нитку вытягиваю, отрезаю и будем соединять.
Так, что хотела сказать. Всегда в предпоследнем ряду, сколько бы вы ярусов не вязали, в предпоследнем ряду всегда должно быть четное количество столбиков. И всегда начинать заходить под третью петлю, то есть 2 столбика пропускаем, а здесь у вас остается 3 столбика. И тогда у вас получится всегда в предпоследнем ряду четное количество. Для чего это нужно? Чтобы, сейчас мы будем делать обвязку, чтобы у вас было нечетное количество арок из одной воздушной петли. Вот здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь, ну здесь легко посчитать, но кто много будет вязать, сразу отметьте центральную арку. 1, 2, 3. Вот здесь у меня будет центральная. Так, что хотелось бы сказать. Вот я ввязала в 2 нити. Вот. Точно так же, как я обвязывала здесь. Тоже в 2 нити. Но мне показалось, что это будет грубовато. И попробовала в 1 нить. Вот так мне больше нравится. Вот, в 1 нитку. Поэтому вы свяжите обвязку той же нитью, что вы делали эти обвязки. Если вам не понравится, нить всегда можно разделить. И попробуйте в 1 нитку. Обычно нити скручиваются в 2, в 3. Вы посмотрите, в 1 нитку, в 2 нитки, как вам понравится. Для этого я беру крючок 2 миллиметра. Также делаю узелок. Захожу в первую арку и провязываю столбик без накида. Впоследствии этот хвостик я уберу. 3 воздушные. И вывязываю пико в следующую арку. Столбик без накида. 3 воздушные. Второе пико. Третье пико. А в центральную арку тоже столбик без накида, но 5 воздушных петель. 5. И тоже пико. И далее 3 пико из 3 воздушных петель.
И сразу переходим в следующую арку. И обвязываем точно так же. И вот в одну нитку получается намного интереснее. Итак, закончила я обвязывать. Нитку отрезаю. Вытягиваю. Захожу с обратной стороны. Вот не в столбик без накида, а над ним. Но с обратной стороны. Вытягиваю. И за 2 полупетли тоже с обратной стороны и вытягиваю. Теперь все кончики ниток заправляем, стираем, при желании растягиваем, крахмалим, и салфетка под чашку готова. Ну вот такая салфетка у меня получилась. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.